Здравствуйте, друзья! И еще, у меня есть одно объявление для тех, кто не хочет потерять из виду этот канал в случае закрытия Ютуба. Периодически время от времени ходят слухи, что Роспотребнадзор подумывает о том, чтобы закрыть Ютуб для россиян, и вроде даже будут наказывать за использование VPN. Хорошо, если это только слухи. И чтобы не потерять этот канал и в дальнейшем продолжать слушать мистические истории в моей озвучке, подписывайтесь на мои каналы на Рутубе и Яндекс.Дзене, ссылки на которые я оставлю в комментарии под этим видео. Эти платформы точно не закроют для россиян, потому что они русские. Приятного вам прослушивания. Как клад показался? Автор Эрнесто. Источник Фос.Тур.ру. Если кто-нибудь думает, что спрятанные сокровища тихо и неподвижно лежат где-нибудь в земле или под полом старого дома, то он ошибается. Клады ведут себя как живые существа. Они могут подниматься из земли и снова прятаться под землю. Могут ходить по земле, как животные, принимать вид людей и даже разговаривать. Присказка. Однажды клад выходил из-под земли около дороги в виде сопливого старика и просил похожих утереть ему нос. Но кому охота вытирать нос сопливому старику? И напрасно они проходили мимо. Один из прохожих не побрезговал, вынул платок и вытер старику нос. Смотрит, а никакого старика и нет. Вместо него на обочине дороги лежит куча золота. Это клад рассыпался золотыми монетами. Видно, пора ему пришла. Во как хитро могут вести себя клады. О кладах можно говорить много и долго. Но сегодня я хочу рассказать две истории о показывающихся кладах. Да, есть и такие. Они могут предстать пред человеком в каком угодно образе. Первая история произошла с моей прабабкой, еще до революции, когда ей было лет 10. Далее от первого лица. Школа, куда я ходила, находилась в соседнем селе, километров 7 туда и обратно. Ходила я вместе с младшим братом. Дорога шла лесом, и где-то в середине пути был огромный овраг. Даже днем в солнечный день в овраге было сумеречно, прохладно и сыро. Корявые ели цеплялись за одежду, мешая идти. Овраг этот у деревенских пользовался дурной славой. И каждый раз, спускаясь в овраг, мы ускоряли шаг, чтобы быстрее выйти из него. Место это отчетливо чего-то пугало. Наверное, еще и потому, что даже пение птиц там не было слышно. Однажды мы с братом припозднились, заигрались после школы с другими детьми, и пришлось нам возвращаться быстрым шагом, чтобы до сумерек успеть пройти овраг. Брат просил передохнуть, но я не соглашалась. И вот, когда мы проходили овраг, брат сел на земь и отказался дальше идти. Пришлось и мне сесть рядом, а вокруг тем временем становилось все темнее. «Ну вставай же! Скоро совсем стемнеет, а мы из оврага еще не выбрались, только половину прошли. Еще маленько посидим и пойдем, ножки болят». И не успели мы договорить, как немного правее от нас, прямо из земли, начал выходить солдат. Ну, прям как живой, только форма старая, какую уже не носили. За спиной ружье, а спереди барабан. От страха мы к месту приросли, а солдат мимо нас прошел, даже не глянул в нашу сторону. И опять в землю заходить начал, пока не пропал совсем. Бежали мы до самого дома, как угорелые. И давай рассказывать про солдата, что из земли вышел, и опять зашел. А бабка-то наша и говорит: клад это был. Эх, вы испугались. Ударить его надо было, вот бы золотом и рассыпался. Сам руки вам дался, а вы не взяли. Не каждому еще и покажется. Много потом деревенских до оврага ходили, только больше солдат так и не появлялся. Мы же с братом старались быстро пробежать овраг, потому как страшно было. Вторую историю рассказывал не раз мой отец. В частном секторе, где он жил, протекала речушка, один из притоков Волги. Не сказать, что крупный, но и не ручей. Так вот, каждую весну в один и тот же день появлялась посреди реки лодочка. Что тут начиналось? Все мужики на своих лодках на реке собирались и гонялись за этой лодочкой.
Каждый норовил поближе подобраться и ударить ее веслом или палкой. Для детворы и баб, что на берегу за всем этим наблюдала, потеха была лучше всякого цирка. Лодочка-то эта в самый последний момент исчезала и оказывалась в другом месте, выше или ниже по реке. Только ты багром замахнулся, вот-вот ударишь. А тут бац, и лодочка уже в другом месте по волнам раскачивается. Так все и гонялись за ней, пока солнце садиться не начнет. Потом лодочка пропадала, и опять до следующего года. Мне всегда жуть как интересно было, а что дальше? И я приставала к отцу. «Пап, ну расскажи, кто лодочку потом ударил?» Да никто, не давалась она никому. А со временем и вовсе пропала. Почему пропала? Не знаю, только старики поговаривали, что клад так заговорен был. Через определенное количество лет, если взять, никто не сможет, чтобы навсегда в землю ушел. Эту историю про лодочку помнили все. И говорили кто со смехом, но все больше с досадой в голосе. Клад-то так никому и не дался. Постскриптум. Не каждому человеку клад дается в руки, а только тому, кто обладает специальным знанием. Бывают чистые, то есть незаклятые клады, которые можно забрать любой человек без вреда для себя. Но большинство кладов нечистые, заклятые, охраняемые нечистой силой. О заклятом кладе говорят, что он положен со словом, со свинцом, с зароком. Иногда клад сначала бывает чистым, но если владелец не заберет его после установленного им срока, то клад переходит к черту и становится нечистым. Существуют особые демоны, охраняющие клад. У русских это кладенец, кладовик, лаюн, щекотун, капша, кладовые бесы, которых на Ивана Купала выбирают черти из своей среды. Мое жилье. Автор Эстелан. Источник Фос.ру. Так получилось, что всю свою жизнь я живу бок о бок с разнообразными сущностями. Определения им давать я не привык, да и не знаю, какое определение подошло бы. Возможно, это и послужило своеобразной основой наших с ним взаимоотношений. Жилье первое. Квартира в 2 комнаты в 3-этажном доме. В этом доме я жил до 18 лет. Сколько себя помню, в маленькой комнате всегда стоял шкаф. И вот в этом шкафу, судя по всему, и обитало то нечто. Нечто было вполне безобидным существом. В детстве пыталось пугать меня. Или кого из старших своим любимым приемом. Сидишь ты себе дома один, допустим, вечером, занимаешься своими делами, и вдруг слышишь щелчок открываемого замка. Шкаф закрывался на ключ, который всегда торчал в замочной скважине, и долгий пронзительный скрип открываемых дверок. Домашние на эту провокацию никогда не поддавались, просто тихо ругаясь, сквозь зубы шли и закрывали шкаф обратно. А вот на гостей такое представление, особенно в первый раз, производило неизгладимое впечатление. Помимо игр со шкафов, у сущности было еще одно развлечение – включать свет ночью. Не в комнатах, а в коридоре и в ванной. Просыпаешься ты по делам себе ночью, идешь в сторону туалета, доходишь до коридора, начинаешь поднимать руку, чтобы нащупать выключатель, а свет бац и уже включился. Правда, выключать свет эта сущность не умела, и приходилось все делать самим. Иногда свет включался и без чего-то присутствия в коридоре или ванной, но это похоже потому, что оно боялось темноты. Жилье второе. Частный дом с жилой площадью в полкилометра, где все наше семейство наконец получило возможность расселиться по отдельным комнатам. Дом был построен крайне неудачно, в русле ушедшей под землю реки. Эту незначительную подробность мы выяснили уже весной, когда у нас затопило подвал. Переезжали зимой, и через пару дней после переезда на протяжении 2 недель мне снился один и тот же сон. В этом сне некий дядька сидел со мной на берегу реки и рассказывал, что он был преступником. И в его этой самой реке в незапамятные времена утопили. Предупреждал, что ни в коем случае нельзя пить местную воду. Ни в каком виде. Фильтрованную, кипяченую нельзя. Будет плохо. Рассказывал я эту историю своим,
Но слушать меня никто не стал. Само собой. Слишком хорошо мои домашние знали, какие сны мне снятся. Себе я покупал воду в магазине. До тех пор, пока все дружно в один момент крепко не отравились. С тех пор воду стали привозить из города. Больше такого не повторялось. Этот сон мне больше не снился. Жилье третье. Третья квартира матери в обычной пятиэтажке. В этой квартире живет нечто размером или с маленькую собаку, или большого кота. Темно-серая и пушистая. Больше всего не любит беспорядок. И почему-то моего последнего отчима. Если в квартире на ночь остается мусорное ведро с мусором, к утру мусор за плотно закрытой дверью будет ровным слоем распределен по всем горизонтальным поверхностям кухни. Любит телевизор, особенно ночью, и почему-то на полной громкости. С часу ночи начинает аттракцион. Угадай, где пульт, чтобы вырубить это безобразие. Или приходится отодвигать мебель и долезать до розетки, потому что оно, пока не насмотрится до отвала, не успокоится. Отчим отретирует вполне целенаправленно, раздувает или сдвигает шторы, заставляет пустые пакеты летать по воздуху, в целом развлекается как хочет. В первую мою ночевку там не давал спать, дергал за уши. Успокоилось оно только после обещания, что или оно ведет себя как хорошая сущность, и утром я принесу ему меда и печенюшек, или продолжает дергать, и утром же я его выгоняю. До самого моего отъезда оно меня не трогало. Жилье четвертое, квартира жены. Тут меня, похоже, приняли за захватчика и решили напугать. Местная сущность выглядела как небольшое черное облачко. Любимое развлечение – стать темнее окружающей темноты и метнуться или в голову, или в ноги. Когда бросалась в ноги, иногда путали с котом. Когда летела в голову, вызывала рефлекс уклониться. Забавно и опасно. Просто иногда раздражала. Любила звенеть стеклами и, судя по звукам, играть с фужерами и стаканами. Иногда прятала предметы, так как комната была одна. Часто приходилось ходить в темноте, когда жена спит. Идешь себе на кухню чаю сделать, а тут оно, облачко по полу, шуршит себе куда-то по своим облачковым делам. Постепенно перестали обращать на него внимание. Жилье пятое. Тоже обычная пятиэтажка. Вот тут уже ситуация посерьезней. Эта сущность в виде мужского силуэта 2 метра, может чуть больше ростом, портит технику, не любит почти всю электронику, да и вообще механизмы сложнее мясорубки. Грешу на то, что именно из-за него в квартире слишком часто приходится менять лампочки. Развлекается по-разному. Иногда просто сидит на стуле. Идешь себе мимо маленькой комнаты, а там за компом сидит брат жены. Доходишь до, допустим, кухни и вспоминаешь, что он уехал еще затемно. Вроде как, рысью обратно. Заглядываешь в комнату. Ну да, уехал. Только коты по его кровати раскиданы клубочками, в художественном беспорядке. Вообще у меня сложилось ощущение, что эта сущность как-то привязана к одной стене квартиры, так как оно появляется или в маленькой комнате, или на кухне, или по дороге в ванную туалет. Бывает, что стоишь на кухне, проходит этот силуэт и хлопает дверью в туалет. Думаешь опять на кого-то из домашних, а их и дома нет, и свет выключен. Жутковато, но безобидно. Страшно только одному ночью на кухне сидеть. Какое-то время тихо, а потом в один момент ощущение, что между лопаток ледяная ладонь прижалась. Холодные аж мурашки. Вообще странное ощущение, если к этой стене спиной находиться. Неприятное. Не ждали. Автор Ясная. Сахалин. Взрыв на шахте и потеря мужа и отца в одном лице. Надежда Степановна и ее дочь Наталья очень тяжело перенесли похороны. Гроб закрыт, так как человек лежал частями. Владимир был спокойным человеком при жизни, любил жену, души не чаял в единственной дочери, да и к работе ответственно подходил. Но судьба с благополучной семьей распорядилась по-своему. Был спокоен при жизни и после смерти никого не пугал. Ни шорохами, ни стуками, да ничем.
снился только супруге в добрых снах. Так пролетело 40 дней. Прошло месяца 4 после трагедии. Вечером Наталья делала на кухне уроки, а Надежда Степановна гладила белье в комнате. Отвлеклись они, услышав звук открывающейся двери и шагов. Степановна, схватив ковш, направилась в коридор, где ее ожидал Владимир. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. У нее стали подкашиваться ноги. Но когда покойный муж направился в сторону кухни, материнский инстинкт проснулся, и Надежда Степановна ринулась, так сказать, в бой, матюкая любимого мужа не хуже заправского мужика. Замахнулась, а там и нет никого. Наташа только сидела за столом и, вцепившись в стол, смотрела на мать круглыми глазами. Папка-то был. Ты глянь, Наталка, любовь не зароешь. И только добрая бабушка-соседка, узнав сей ситуэйшн, сказала: зовите бабушку. Вовке на время вышло по родным шастать, а тебе, Надька, надобно не тосковать, а то частым гостем станет. С тех пор не являлся родным Владимир. Историю эту услышала от Натальи, моей тетки, в день помина ее отца. Не думая, что преподаватель высшей математики будет сочинять подобное, Надежда Степановна подтвердила. Пусть подают монетки. Автор Скважина. Моя мама по профессии бухгалтер. Работу свою знает и любит, хотя в юности и подумать не могла, что выберет эту стезю. Случилось маме работать в большой организации. Коллектив, как водится, был женским, и разговоры были соответствующими. От того, у кого что было на завтрак, и до цвета лака и длины ногтей старшего экономиста. А так как в нашем городке располагается воинская часть, то почти в каждом коллективе работали офицерские жены. Историю, которую я хочу рассказать, и поведала как-то раз тетя Неля, бойкая кругленькая женщина, тогда в середине 80-х приехавшая с мужем на место службы в наш город. Далее от ее лица. Однажды приснился мне странный сон, будто сидим мы за праздничным столом, смех, тосты, и вдруг замечаю, у стены стоит грустная девушка, смотрит на гостей, а к веселью не присоединяется. Я подхожу к ней и спрашиваю: «Вы почему, мол, не подходите к нам?» Она печально взглянула на меня и робко попросила: «Вы скажите, пожалуйста, родителям, чтобы они подавали монетки, а то бумажные деньги мне глотать трудно». Спрашиваю: «А как найти ваших родителей?» Девушка мне продиктовала адрес. Город Ленинград, улицу, дом и фамилию. И тут среди ночи я проснулась. Пока свежо было в памяти, записала адрес. Сама думаю, жизни в этом городе не была. Ни родственников, ни знакомых у нас там нет. С чего вообще такое привиделось? А наутро рассказала все приснившееся мужу. Решили мы с ним все же выяснить, есть ли такой адрес. Вдруг не пустой сон. Разузнали, и да, именно по этому адресу с этой фамилией там проживала семья. Спустя время мы поехали туда, познакомились с ними, и они нам рассказали, что несколько лет назад похоронили дочь, молоденькую девушку. Часто поминали ее в церкви, а милостыни раздавали именно бумажные рубли. Меня тогда еще маленькую очень тронула эта история. До сих пор непонятно, почему девушка приснилась совсем незнакомым людям за несколько тысяч километров от дома. Неисповедимы пути Господни. Непутевая жена. Автор Тата. А вот какую историю недавно поведал мне приятель. Ему она досталась от родственницы, та услышала ее от своей матери, которая в свою очередь узнала об этом случае от непосредственной участницы, своей когда-то соседки. Вот такая непростая цепочка. Уж извиняйте, ребятки, истории с первых уст давненько в моей копилке закончились. Итак, жила-была семья Ерохиных, Люда, Николай и двое их детишек. Коля-то мужик что надо, домовитый, работящий, в ребятишках души не чаял. А вот Людка, одно слово, непутевая баба. Погулять любила, да и выпить была не дура. Не то чтобы сильно пила, но под хмельком ее видели частенько. Николай работал водителем грузовика и часто бывал в длительных рейсах. И эта ситуацию только усложняла.
Если при муже Людмила так-сяк держала себя в руках, то стоило ему выйти за порог, тут же бежала к своим развеселым подружкам, забыв о детях. 5-летний сын и дочка 8 лет частенько подолгу оставались одни в квартире. Возвращаясь и видя дома голодных немытых детишек, Колька приходил в бешенство. Ругал жену, на чем свет стоит. Весь дом слышал. Иногда в ход шло и орудие воспитания. Увесистая деревянная клюка с металлическим набалдашником, оставшаяся от умершей Колиной бабушки. Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что агрессором Николай отродясь не был и по большей части пугал жену Гулену этой самой клюшкой, размахивая ею у нее перед носом. Если доставалось Людке, то в основном не сильно и по мягкому месту. Собираясь в очередной рейс, Коля понял, что супруга вновь ждет, не дождется, когда он уедет, и, кажется, в очередной раз навострила лыжи на гулянку. Мужчина не сдержался. «Что, опять шляться собралась? Снова детишек одних оставишь?» Вместо ответа Людмила лишь издевательски рассмеялась. «Ох, Людка, Людка!» – горько вздохнул Николай. «Случись, что со мной, совсем ведь скурвишься». «Конечно, некому ж передо мной вот этой хреновиной махать». Людка кивнула на бабушкину клюку. «Зря ты, мать, так думаешь». Сам не понимая, для чего брякнул Коля. «Я при жизни-то тебя ею не сильно бил, а вот после смерти совсем убью, так и знай». То ли совпало так, то ли было у Кольки предчувствие какое. В общем, из рейса того он живым не вернулся. Погиб в аварии, вроде как по вине нетрезвого напарника. Организовали похороны, простились, как полагается, честь честью. Людмила горевала, конечно, но как-то так вышло, что поминки по безвременно ушедшему мужу переросли в посиделки все с теми же непутевыми подругами. И женщина сама уже с трудом понимала, что делает. Не то оплакивает супруга, не то празднует долгожданную свободу. Шли дни, недели, но ничего не менялось. Людка, открыленная отсутствием контроля, все чаще и чаще проводила время в гостях. О детях, как могли, заботились мать и старшая сестра Николая. Они бы и к себе ребят взяли, но, увы. Мать в годах, да здоровьем слаба. А у сестры у самой 3 детишек, и муж инвалид. Родственники в один голос упрашивали Люду остановиться, но так как с цепи сорвалась, и пропускала все их уговоры мимо ушей. Однажды женщина вернулась домой с очередного праздника. Ну, не совсем, конечно, с праздника. Ей, Людке, в который раз на работе пригрозили, что уволят за опоздание и прогулы. Вот и зашла она к подружке поплакаться. Посидели, выпили. Потом ребята, знакомые, на огонек заглянули. Выпили еще. Одним словом, домой пришла уже ближе к ночи. И снова навеселе. Дети спали, накормленные теткиным ужином. Перед тем, как лечь, Людмила оглядела комнату. Бардак, конечно, порядочный. Ну да ничего, на днях она обязательно все приберет. Такими обещаниями женщина тешила себя уже которую неделю. Взгляд упал на бабкину клюку, стоящую в дальнем углу. Вот ведь был бы Николай, так уж непременно бегал бы за ней сейчас с этой палкой. Зачем-то подмигнув фотографии мужа, что стояла на серванте, Люда улеглась спать. Разбудил ее громкий и сердитый голос супруга. «Людка, такая ж ты раз такая, а ну вставай!» Людмила, до конца не проснувшаяся и к тому же все еще находящаяся немного под воздействием хмельного напитка, всю странность происходящего сразу осознать не смогла, а потому на автомате ответила голосу. «Коль, не кипятись, утром поговорим». «Нет уж, курва ты треклятая, вставай, убивать тебя буду». Эти слова заставили Людку открыть глаза и резко повернуться на спину. В эту самую секунду она увидела знакомую деревянную клюку, зависшую над ней в воздухе. Да-да, именно в воздухе. Комнату отлично освещал лунный свет, сочащийся из незавешенного окна. И было прекрасно видно, что рядом с кроватью нет никого, кто бы мог бы держать воспитательное орудие. Николая в руках. Оно как бы само по себе зависло над испуганной женщиной, готовая в любой момент с силой опуститься ей на голову. «Коль!» – снова протянула Люда.
глотая слезы, которые вдруг в одно мгновение хлынули из глаз. «Ты прости меня, Коль. Не буду я больше, честное слово. Никуда теперь не пойду и капли в рот не возьму. Правда, Коль, ты только не убивай меня, ладно?» Только она договорила, как клюшка, до этого продолжавшая висеть в воздухе, резко дернулась и с грохотом упала на пол возле кровати. А через секунду в глазах Людки потемнело. Очнулась она уже утром, полностью разбитая. Благо был выходной, и спешить на работу было не нужно. Приснится же такое, пронеслось в голове. И что за гадость мне вчера наливали? В этот момент в комнату вбежала дочка. Поглядела на мать, затем перевела взгляд куда-то в сторону. И вдруг спросила: «Мам, а ты зачем палку бабулину брала?» Людка повернула голову и опешила. На полу рядом с ее кроватью валялась клюка, которая этой ночью висела над ней в воздухе. С тех пор Людмила, а в дальнейшем и Людмила Васильевна, сильно изменилась. Отказалась от разбитных подружек, перестала искать себе компании, занялась домом и детьми. Теперь она и наверняка нянчит внуков, а возможно уже и правнуков. А историю эту она только через несколько лет смогла рассказать соседкам за чашкой с чая, ибо ничего крепче она с того времени не пила.